Привет, это майор в отставке. Напомню, что меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник из Ярославской области, майор полиции в отставке, а ныне опасный по версии путинского режима преступник и, разумеется, враг государства. Операция со взрывом пейджеров в Ливане в этом сентябре стала настоящим шоком и важным моментом в истории ближневосточных конфликтов. Она не только продемонстрировала, как далеко готовы зайти разведслужбы Израиля для ослабления своих противников, но и показала, насколько уязвима террористическая организация Хезболла перед современными диверсионными методами и вывела методы ведения борьбы с терроризмом на новый уровень. Этот инцидент показал миру, что даже самые простые устройства могут стать оружием, если их контролируют настоящие мастера шпионажа. Сегодня я расскажу о новом троянском коне для ливанских террористов и о том, возможно ли реализовать нечто подобное в отношении российского руководства, которое уж точно куда опаснее, чем террористы из Хезболлы. От вас, как обычно, потребуется поставить лайк, поделиться этим видео и, разумеется, подписаться на этот канал, если вы все еще не сделали этого. Итак, поехали. Противостояние между Израилем и Хезболлой тянется десятилетиями, но с развитием технологий методы борьбы зашли далеко за пределы обычных военных действий. На днях члены Хезболлы начали замечать подозрительные взрывы своих пейджеров, которые использовались для коммуникации и координации. Эти устройства начали получать сигнал, после чего взрывались, иногда даже убивая своих владельцев. Затем взрываться начали рации, какие-то приемники, ноутбуки, скутеры и стиральные машины. Как выяснилось позже, это была спланированная операция израильских спецслужб, скорее всего. Взрывы пейджеров происходили по всему Ливану, от Бейрута до южных и восточных окраин страны, включая долину Бека, где у Хезболлы есть мощные опорные пункты. Особенно много пострадавших было зафиксировано в столице, где из-за плотности населения страдали не только террористы, но и мирные жители. Согласно официальным данным, за 2 дня погибло не менее 36 человек, из которых 34 – это террористы Хезболлы. Взрывы также привели к ранениям нескольких тысяч человек, многие из которых оказались мирными жителями. Израиль традиционно не признает свою причастность к подобным операциям, и данный случай не стал исключением. Однако несколько источников из Ливана, а также западных спецслужб показывают на то, что за операцией стоит именно Моссад, легендарная израильская разведка, известная своими диверсиями и точечными ликвидациями террористов. Так как же происходили эти самые взрывы? Пейджеры, использовавшиеся членами Хезболлы, были оснащены взрывными устройствами, замаскированными под стандартные компоненты этих самых устройств. После получения специального сигнала через систему передачи данных, пейджеры срабатывали, практически уничтожая своего владельца. Подобная методика требовала тонкой работы с электроникой и хорошего знания каналов связи Хезболлы. Эксперты считают, что для внедрения взрывных устройств использовались цепочки поставок, через которые организация получала эту самую технику. Это подводит нас к ключевому элементу операции – внедрению взрывных устройств в цепочку поставок Хезболлы. Устройство, то есть установка взрывчатки в пейджеры, требует серьезной подготовки и логистики. Как показало расследование, пейджеры были закуплены Хезболлой через посредников из различных стран, включая Тайвань, Венгрию и несколько европейских государств даже. Одной из компаний, чьи пейджеры использовались в атаке, оказалась тайваньская Gold Apollo, которая позже отрицала свою причастность, заявив, что ее логотип был просто использован без ведома руководства компании. Другая компания, это BAC Consulting, зарегистрированная в Венгрии, оказалась в центре уже более серьезного внимания после всплывших данных о ее возможной роли в поставке заминированных пейджеров для Хезболлы. По заявлениям официальных лиц, данная компания могла быть задействована в сложной схеме дистрибуции устройств, что вызвало предположение о ее причастности к операции. Согласно информации, ключевым посредником в процессе доставки пейджеров, использованных в атаке, указана именно венгерская фирма. Несмотря на это, руководство BAC Consulting, включая ее генерального директора, категорически отрицает любую причастность к изготовлению или модификации этих устройств. Руководство заявляет, что компания лишь выступала как торговый посредник и не имеет операционной базы или производственных мощностей в Венгрии. Пресс-секретарь и премьер-министра Венгрии Орбана сообщил, что взорвавшиеся пейджеры никогда
и находились на территории Венгрии. Власти подтвердили, что упомянутая компания является торговым посредником и не располагает производственными или операционными объектами в Венгрии, добавил он. Сама Хезболла, подозревая, что их пейджеры могут быть скомпрометированы, начала так называемое внутреннее расследование, которое лишь ускорило вторую волну взрывов. Параллельно с пейджерами начали взрываться и рации, использующиеся группировкой для координации своих операций. Затем дело дошло до ноутбуков, скутеров и даже стиральных машин. Это указывает на то, что израильская разведка готовила эту операцию задолго до ее осуществления и нанесла удары сразу по нескольким ключевым каналам связи террористов. После инцидента Хезболла обвинила Израиль в организации терактов, признав, что это крупнейший провал в ее системе безопасности за последние годы. Ливанские и международные СМИ широко освещали этот инцидент, подчеркивая, что он имеет огромную значимость не только для Хезболлы, но и для всей структуры безопасности Ливана. Особое внимание привлекло заявление лидера Хезболлы Насраллы, который назвал произошедшее серьезным вызовом всей инфраструктуре организации. Это не просто удар по нашим боевикам, это попытка парализовать нашу работу, посеять страх и панику среди наших людей, заявил Насралла. Несмотря на резкую риторику, ни Хезболла, ни правительство Ливана не смогли предоставить четких доказательств причастности Израиля, что вполне типично для подобных операций, проводимых израильской разведкой. Этот инцидент вполне ожидаемо привел к усилению напряженности на Ближнем Востоке. Многие эксперты опасались, что взрывы пейджеров могут стать катализатором для новой волны конфликта между Израилем и Ливаном. Ситуация была особенно взрывоопасной на фоне усилившегося противостояния между Израилем и поддерживаемыми Ираном группировками, включая Хезболлу, которая активно участвовала в боевых действиях на стороне режима Башара Асада в Сирии. Израиль со своей стороны продолжает, кстати, сохранять молчание относительно своей причастности к взрывам, как и всегда. Но западные эксперты считают, что операция с подрывом пейджеров была направлена на ослабление координации действий Хезболлы и подрыв ее доверия к своим же каналам связи. Этот удар по коммуникационной системе, инфраструктуре может серьезно замедлить оперативные возможности этой организации, особенно в условиях постоянных атак с воздуха со стороны израильских ВВС. Однако последствия этих взрывов могут выйти далеко за пределы Ливана. Способность израильских спецслужб внедрять взрывные устройства в столь простые и повседневные предметы, как пейджеры и рации, свидетельствует о новом уровне технологической войны. Это ставит под угрозу не только Хезболлу, но и другие группы, действующие на Ближнем Востоке, которые используют подобные устройства для координации своих действий и своих операций. Вы наверняка задаетесь правильным и закономерным вопросом, а возможно ли таким же образом атаковать высшее руководство России, по сути являющееся самой обезбашенной террористической организацией в мире. Пронести заминированный телефон непосредственно к Путину представляется, на мой взгляд, практически невозможным, учитывая те экстремальные меры безопасности, которые окружение ватного фюрера предпринимает для предотвращения подобных угроз. Каждый гаджет, использующийся в его окружении, наверняка проходит тщательную проверку на наличие жучков, вирусов и других устройств, способных скомпрометировать безопасность. В свете событий в Ливане меры безопасности Кремля, скорее всего, еще более ужесточатся, чтобы предотвратить использование подобных методов. Это, в свою очередь, делает любые попытки заминирования таких устройств практически безнадежными. Однако остается вопрос относительно других видов техники, которыми Путин, возможно, пользуется. Это телевизоры, мониторы, которые мы наблюдаем постоянно во время его выступлений и совещаний. Другая бытовая техника. Путин боится использовать смартфоны, но от другой бытовой техники ему никуда не деться. Учитывая технологический прогресс и возможность внедрения взрывных устройств и шпионских технологий, современные смарт-телевизоры, мониторы и даже бытовые приборы для ватного фюрера возникает новая угроза. Эти устройства, будучи сложными по своей конструкции, содержат компоненты, которые могут быть подвержены манипуляциям. Внедрение миниатюрных взрывных устройств или вредоносного программного обеспечения может сделать обычную бытовую технику потенциальным орудием для атаки. Тем не менее, даже эти устройства, скорее всего, проходят строгую проверку безопасности ФСО. Вряд ли они поступают в окружение кремлевского маньяка без предварительного анализа на наличие встроенных угроз. Тщательный скрининг и строгий контроль со стороны служб безопасности Кремля делают такую атаку через бытовую технику тоже, к сожалению, маловероятной. Операция с подрывом пейджеров продемонстрировала, насколько уязвимы даже самые привычные устройства перед современными средствами ведения войны. В
В то время как многие террористические партизанские группировки переходят на более простые и устаревшие средства связи, такие как пейджер, например, они все равно остаются под угрозой со стороны высокоразвитых разведывательных служб. Для террористических Хезболлы этот инцидент стал серьезным уроком. Организация, которая гордилась своей способностью сохранять секретность и защищать свои коммуникации, столкнулась с реальной угрозой извне, которая подорвала ее операционные возможности. Ситуация с взрывами пейджеров может стать точкой отсчета для новой эры в разведывательных и диверсионных операциях на Ближнем Востоке, где не только оружие, но и средства связи могут стать орудием убийства. Израиль, используя пейджеры как троянского коня, показал, что даже самые обычные устройства могут в итоге стать смертоносными. Эта операция, вероятно, будет изучаться и анализироваться в ближайшие годы как пример успешной атаки на коммуникационную инфраструктуру врага. Этот случай – это наглядный пример битвы цивилизации против варваров, технологий против говна и палок. Получается, что Израиль долгое время контролировал тысячи устройств террористов из Хезболлы, они об этом даже не знали, использовав в итоге их же технику против них. Вероятно, имелись прослушка и трекер-контроль. Израиль превратил примитив варваров в оружие против них же самих. Пейджеры из каменного века. Вы наверняка читали о них и на уроках истории. Это яркая иллюстрация разрыва между свободным демократическим миром, развивающимся и идущим вперед, и застрявшими в примитивном обществе варварами, которые добровольно выбрали примитивные методы существования, основанные на больном животном желании уничтожать неверных, опираясь лишь на свои первобытные религиозные убеждения. У меня на сегодня все. Для получения оперативной информации не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Она там обновляется каждый день. Ссылка есть в описании. Ждите новых видеороликов. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.